Патруль шел по расписанию. Линия наступления оставалась стабильной уже несколько недель, и большинство бойцов на этом участке фронта начинали привыкать к тревожной тишине. Сержант Марк Хантер, ветеран 2 командировок, знал, когда становится слишком тихо, это почти всегда плохой знак. Рядом с ним шел Рэмбо, его K9-партнер, немецкая овчарка, натренированная на обнаружение мин, взрывчатки и людей под завалами. Пес был опытнее многих новобранцев, с 6 спасенными жизнями за плечами. Они вдвоем проверяли полуразрушенную деревню на окраине провинции, где по донесениям могли прятаться гражданские или остатки диверсионной группы. Внутри одного из разрушенных домов Рэмбо остановился, затаился, зарычал едва слышно не от агрессии, а от тревоги. Его уши поворачивались, нос дергался. Марк жестом приказал замереть и начал медленно продвигаться вперед. В старом перекошенном подвале за разбитым шкафом был узкий проход, заваленный щебнем. Именно там они услышали голос. Тонкий, слабый, почти прозрачный, едва различимый среди скрежета металла и шороха пыли. Шепот: «Прости, мама». Марк замер. Рэмбо склонил голову и начал копать щебень. Минуты превратились в вечность. Они разгребали все, что могли, руками, лопатами, когтями. Под завалом оказалась ниша, в которой, судя по всему, люди прятались во время обстрела. Внутри была девочка. На вид лет 6. Глаза полузакрыты, губы потресканы. Она лежала рядом с телом женщины, вероятно, ее матери. Девочка была жива, слаба, обезвожена, но дышала. Сержант взял ее на руки. Она не сопротивлялась, только прижалась к его бронежилету и замерла. Рэмбо медленно пошел рядом, будто понимал, что каждое движение сейчас часть чего-то важного. Когда они выбрались наружу, медики уже были на месте. Девочку спасли. Позже выяснилось, она пряталась в подвале 3 суток после того, как в их дом попал снаряд. Мать погибла, накрыв ребенка собой. Девочка почти не говорила, только повторяла ту же фразу шепотом: «Прости, мама». Марк долго молчал об этом случае. Только на следующей неделе он написал письмо жене, где впервые за всю командировку признался, что плакал прямо в броне, сидя у разбитой стены рядом с Рэмбо. Пес молча положил голову ему на колени. Их обоих это изменило. Не из-за ужаса, из-за любви, которая осталась в развалинах. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.